Это видео для тех, кто считает, что китайцы очень шумные. И дети вообще обычно очень шумные. Но здесь действительно довольно тихо в метро. А для тех, кто считает, что китайцы шумные, то китайский язык, он состоит из интонаций. Точнее, построен на интонациях. Поэтому одно и то же слово при разной интонации может иметь разное значение. И если не ошибаюсь, то существует 4 интонации. Поэтому, чтобы правильно человек себя понял, надо говорить, наверное, погромче. Может быть, это более деревенская какая-то фишка, я не знаю. Но в целом я могу сказать, что китайцы очень тихий народ. Такой тихий, спокойный и очень-очень медлительный. Вот такую вот огромную деталь. Это, скорее всего, часть моста привезли. Я не знаю, сколько колес, но это вообще нереально. Ух, ну вот мы и нашли машину от Сияния. Мы поедем. Мы, правда, с трудом разобрались, куда мы едем, но мы едем в сторону следующего города. Я не знаю, куда. Почти 10 дней в одном городе Сиянь. Но он того стоил, на самом деле. Это шикарный город, честно говоря. Мне очень понравился. Наши новые друзья попросили дать им английские имена, и мы назвали парня Will. So your name is Will now. Yeah, Will. Вот. Will. И девушку мы дали имя Лиана. Лиана. So nice to meet you. Nice to meet you too. Нас подбросили совсем быстро, буквально 20 километров, наверное, проехали. Но зато какой прекрасный вид. Прекрасный вид прямо возле трассы. Такой классный. О, здесь растет бамбук. Первый раз в жизни вижу так близко. Ну, правда, второй раз, но первый раз я его трогаю. Пустая трасса, ни одной машины. Никто не стопит. Мы прошли уже, не знаю, какое-то расстояние по трассе. Вдоль трассы растет бамбук. И теперь мне приходит в голову фраза «Кури бамбук». Теперь я понимаю, откуда эта фраза пошла. Но мы теряем надежду, двигаемся дальше. Чтобы попасть на трассу, нам пришлось спуститься вниз. А там внизу были кусты. И что теперь с моими штанами? Бедные мои штаны. Я только их почистил от кошек. Ладно, вот она трасса, поэтому мы сейчас будем стопить дальше. Вот остановилась вторая машина. И нас просто молча подобрали, поэтому мы не знаем, куда мы едем. Сейчас будем пробовать разъясниться с водителем. Нашим друзьям-китайцам довольно сложно объяснить, кто мы, что мы, куда мы едем. Мы уже переписываемся минут 5, пытаемся объяснить, что мы путешествуем без денег. Но они спрашивают, давайте мы вас довезем до туда, давай до сюда, зачем вы едете с нами? Ну, вроде как в итоге мы договорились о том, что нас довезут до нашего места, откуда мы будем стопить дальше. Но до этого мы провели, не знаю, минут, наверное, 5 точно в разговорах в чате. Надеюсь, мы друг друга поняли. Вот так примерно выглядит наша переписка. Он нам отправляет голосовые. До этого текстовые. Вот так и общаемся. Вот и наш водитель, наша машина. И какой прекрасный вид. Это просто необыкновенно. Это просто неописуемо. Такие шикарные горы. Нифига себе. Там подъехал господин полицейский на велосипеде и попросил проследовать за ним.
Мы уже идем, наверное, метров 300. Вроде как сказали, что нам помогут, но есть подозрение, что нас сейчас будут проверять документы и так далее. Но сейчас мы узнаем. Оказалось, что нас угостили чаем, спросили, сколько нам лет, и вроде как нам помогут найти машину до Шияня, но все очень непонятно, потому что мы через переводчик пользуемся. Есть удобная возможность зарядить телефон от China Mobile, это мобильный оператор в Китае. Здесь вот провода, и все провода micro-USB, Type-C от iPhone, Lightning. Очень удобная штука, сейчас попробую зарядить телефон. Да, действительно заряжают. Вот провода идут и идут прямо в мой телефон. Сейчас вокруг нас стоит человек, наверное, 5. Еще несколько просто слушают со стороны. И все хотят нам помочь. И нам нашли даже вот автобус. Вот вдали стоит автобус. И нам предлагают поехать за 100 юаней до Шияня. Но мы не хотим ехать, потому что мы не хотим тратить деньги. Оказывается, хозяин ресторана готов нам оплатить билет на автобус. Это 60 юаней или 10 евро. Вот он, водитель. Я не буду, наверное, снимать, но в целом он согласился. Так как согласился? Он предложил сам оплатить билет на автобус. Вот это хозяин ресторана, который оплатил нам. И толпа народа, толпа зрителей, так скажем, всех людей, которые нас сейчас провожают в путь. Все, наши друзья-китайцы нас покидают. Вот они остались на необитаемом острове, точнее, обитаемом острове. И мы залезли в автобус. Нам оплатили дорогу. Мы сейчас едем в Шиянь. Будем часа через 3-4, потому что дорога через горы довольно медленная, хотя расстояние здесь меньше 200 километров. Но мы поехали. Нас попросили посмотреть, что на плакате написано, и все китайцы оборачиваются, смотрят, что у нас там все-таки написано. У нас здесь города, а с обратной стороны надпись о том, что мы продаем карточки, деньги, монетки. Вот мы приехали в Шиянь, из Сияня мы приехали в Шиянь. Честно говоря, нас выпустили на автобусной станции, но вот это вот буквально здесь, наверное, 5-7 автобусов стоит, и это вся автобусная станция, то есть можно понять, каких размеров город, он довольно маленький. Но из плюсов, пока мы были в автобусе, у нас поинтересовались нашей табличкой насчет продаж, сувениров я имею в виду, и мы продали на 70 юаней. Здесь шикарный вид. Правда, я думаю, ничего не видно будет на телефоне, но мы сейчас будем искать место, где переночевать, потому что нам никто не ответил. Но надеюсь, что какие-то добрые люди нам помогут сегодня ночью. Мы довольно долго пытались объяснить вообще, что куда мы едем, сколько стоит билет и так далее. Нам сказали вначале 5 юаней почему-то. Окей, thank you. В общем, нам сказали вначале почему-то 5 юаней, хотя до этого нам говорили 2 юаня стоит билет. То есть 4, в любом случае не 5. И после непродолжительных разговоров, когда узнали, что мы едем из России, хотя я не знаю, почему из России, но в целом это не важно. Нам сказали, да, все, можете бесплатно. Я просто показываю город, потому что вначале показалось, что это такой крохотный городок. Но на самом деле вполне себе город. В Китае, как говорят, маленьких городов не существует. А вот и бежит мой обед. Это первый таракан вообще за последние, наверное, лет 15 в моей жизни. Может, даже больше. Наверное, лет 20 скорее даже. И мы опять остались на улице. Спать было не
негде, и последним вариантом оставался отель. Мы перепробовали заселиться где-то в 5-6 разных отелей, торговались, но в момент оплаты нам отказывали. А оказалось, что только один отель во всем городе способен заселить нас, иностранцев. Мы добрались до маленькой дешевенькой кафешки и нашли самую дешевую еду. Это за 6 юаней вот такая порция noodles. И можно на халяву положить. Вот то, что сверху лежит, это на халяву мы положили. Это можно брать в любом количестве. И здесь я понимаю, вот в Шияне, уехав из Сиани, я понимаю, что в Сиане была отличная еда, дешевая, вкусная. Здесь довольно сложно найти нормальную еду. Ну как нормальную? Хоть такую вот, которую, я не знаю, можно быть, потом живот болеть не будет. Все познается в сравнении. Мы прошли, наверное, в районе километра, несколько кафешек было. И во всех кафешках продают вот своего рода суп. Суп с мясом, либо пельмени с мясом. Потому что, допустим, в Сиане были пельмени с овощами, с тофу, а здесь только супы. И мы взяли своего рода суп, но без, так скажем, самого супа, без бульона. И на вкус это просто отвратительно. Честно скажу, прям есть невозможно. Либо это острое, либо какая-то приправа непонятная, либо просто безвкусная, потому что сами макароны, они действительно вот, они даже по цвету такие белые, вот такие же они и на вкус, как будто, не знаю, вчерашние макароны кто-то греет, просто согрел, или даже холодные. Единственное, что радует, что хотя бы есть овощи, хотя бы овощи спасают. На самом деле, из небольших бонусов здесь есть стол, вот, где можно пользоваться, брать вот типа водичка кукурузная, овощи, всякие разные приправы, их можно добавлять в любом количестве. И надпись я перевел, там написано, что просто в разумных пределах это использовать. Я взял попробовать кукурузную воду, но я думаю, что она очень водянистая и невкусная. Вот она выглядит вот такая вот жижа. Сейчас попробуем. Да, как и предполагал. Немножко даже яйцо напоминает почему-то. Вкус, наверное, желтка. То есть это кукуруза с водой, как я понимаю, грубо говоря, просто вода. Один из немногих супермаркетов, которые мы нашли, потому что почему-то китайцы предпочитают маленькие магазинчики, типа киосков. И вот цены на масло, это 5-литровая бутылка, как я понимаю, и она стоит где-то 9 евро, в районе 9. Вот цены на всякие консервы, консервированные соусы, специи. 1 юань напоминает 13 центов, либо 1 юань 1 рубль. Точнее, 1 юань 10 рублей. Ну, плюс-минус. Довольно много так называемых бомж-пакетов, и цена доходит до 1 евро. То есть такие вот дешевые стоят примерно 50-60 центов. Есть, конечно, подешевле всякое разное. Так, это не то. Ну да, вот. Тем не менее, в районе 40 центов, 35-40 центов. Я пробовал что-то из таких. Честно скажу, он этого вообще не стоит. Ужасная пища. И, кстати, китайцы любят всякие вкусняшки и закуски к пиву особенно. Очень много вот таких вот и мясных, и с тофу сделанных. Такие еще не пробовал, я не знаю, что это, но честно, у меня даже нет желания, потому что мне кажется, это очень острое. Мне кажется, там одни приправы будут. Довольно специфические штуки. Много чипсов тоже. Цены дешевле, чем в Европе, но в целом тоже довольно все-таки дорогие цены. Что радует, что вода довольно дешевая. Вода где-то стоит 20 центов бутылка. 20, 26, 25. Минералку и газировку и всякое такое я здесь не пробовал. Единственное, что я пробовал, это чай. Вот такой вот, который стоит в районе 3 юаней. В целом нормально, он похож на настоящий. Что касается овощей и фруктов, то цены здесь чуть-чуть дешевле, чем в Европе. Но качество, если честно, не очень. Допустим, мандарины действительно вкусные, апельсины сухие. Груши мне показались какими-то чуть-чуть зеленоватыми, потому что нас угощали. Бананы зеленые. Вот действительно, бананы не очень хорошие. Они даже на вкус какие-то, как кормовые бананы. Молочных продуктов здесь почти нет. Цены довольно высокие на молочку. Да и выбор такой, честно, не особо. Пробовали что-то вроде йогурта, но мне кажется, это все соевое. Настоящего молока здесь почти нет. Что интересно, что на развес есть разные зернышки, рис, кукуруза.
Вот это, наверное, немножко поинтереснее, потому что здесь довольно экзотические уже продукты. Корица, сушеные грибы. Это тоже какие-то либо цветы, либо грибы, скорее всего, грибы. Ну, вот это, я думаю, грибы тоже. Лапша и яйца. Яйца даже такого интересного цвета, похоже, по-моему, на гусиные, если не ошибаюсь. И вот цены, кстати, на яйца. Сейчас беру, короче, мандарины и забыл про такую штуку. Я смотрю, цена 6 юаней, мне как показалось довольно дешево. Но это за 500 грамм. То есть здесь цена указана за 500 грамм. Так что это стоит учитывать при покупке. Те же бананы, допустим, стоят 2,40, 2,38. Но это за 500 грамм. То есть 1 килограмм, получается, уже тогда стоит 5 юаней, а не 2,40. Вот с мандаринами это большая разница. 6 и 12. 12 это уже дороговато. Еще продукты, овощи. И это, наверное, одни из немногих овощей, которые я бы здесь кушал. Да, я, конечно, понимаю, что здесь химии просто килограммы. Но, тем не менее, я думаю, это все-таки чуть-чуть лучше будет, чем свинина и всякое такое. Вот, кстати, сладкий картофель и обычный картофель. Я нахожусь в центре Шияня. Я дошел буквально 20 метров, наверное, от центральной улицы. И здесь находится такой базарчик прикольный. Продают, работают, видимо, с металлами. Продают всякое разное. Металлообработка. И всякое такое. И строительные материалы. Я ищу коробку, похожую на ту, которая у меня была, только новую, потому что надо обновить запись. Но здесь люди не такие дружелюбные, все отказывают, никто даже не пытается как-то, не знаю, вникнуться, что ли. Ну, как-то сразу отказывают, и все, типа, нет, и все. Мео. Хотя на самом деле у коробки есть. Либо предлагают, пару человек предложили совсем маленькие обрезки, что тоже для меня вариант. Ну, самое забавное, что этот рынок, вот он находится, вот он рынок. В принципе, это территория рынка. Есть своего рода трущобы. Ну ладно, я шучу, конечно, это не трущобы, это обычные квартиры. И что у нас здесь рядом? Ну, здесь у нас просто лакшери отель. Только для иностранцев. Ладно, не для иностранцев только, но это один из немногих отелей, которые принимают иностранцев, потому что в Китае довольно большая проблема заселиться в отель, который находится, вот, к примеру, вот здесь вот дома на центральной улице, они выглядят очень прилично, это центральная улица. Если отойти вот в подворотню, улица станет сразу не центральной, станет такой уже как бы настоящей, китайской, как я себе представлял. Вот, и в таком отеле заселиться, допустим, мне, как иностранцу, вообще невозможно. Так что, если вдруг кому-то, может быть, будет полезная информация. Проходили мимо автобусной станции, и меня заинтересовала такая штучка. Здесь касса. И чтобы люди не толпились, получается, перед кассой специально существует такой поручень. Получается, что толпа стоит здесь. Один человек проходит к кассе. Вот так он, когда проходит к кассе, и больше никто подойти к кассе вплотную не может. Когда он выходит, он, получается, запускает еще одного человека. Автостопить в такую ужасную погоду вообще не вариант. Довольно сложно это было делать и в хорошую погоду, что говорить тогда уже про дождь. И следующий город находится... Я имею в виду город, в смысле столица, городов-то очень много. Следующая столица находится либо в 400 километрах, либо в 500. И мы решили, что рациональнее будет, наверное, поехать на поезде или на автобусе. А потраченные деньги мы попробуем заработать. Либо в этом городе пока будем ожидать поезд, либо уже в следующем, либо в самом поезде, кто знает. Мы даже подготовили иероглифы того следующей. Это следующая столица, куда мы отправляемся.
поедем, скорее всего, не в нее. Но для того, чтобы поехать в следующую столицу, мы пришли к станции. Я просто снимаю для того, чтобы показать, насколько интересно выглядит вокруг, потому что справа от вас находятся холмы, либо горы, я не знаю точно, которые покрыты то ли туманом, то ли тучи спустились чуть-чуть ниже. Но выглядит это очень круто. Мы прошли вдоль всего здания первого этажа. И, как ни странно, надо опять подняться на второй этаж. И надо пройти по длинному коридору в поисках кассы. Дальше просто огромное помещение, которое пустует, непонятно почему. Есть вот такие вот стрелочки в направлении лифта. И вот мы прошли половину зала. Это помещение полностью пустое. Здесь нет ничего. Пару дверей только. Оказывается, это не лифт, а просто еще один проход. Потому что здесь, видимо, закрываются. Здесь еще проход. Нам надо еще туда идти. Здесь помещение. Я думал, казахи любят просторы. Оказывается, нет. Китайцы тоже любят просторы. Осваивают их, строятся, заливают тонны бетона. Ладно, мы идем покупать билет. Можно купить билет автоматически, так называемый автоматически, либо у кассира. Не странно, здесь такие же автоматы, они работают, но люди почему-то стоят там. Здесь вот такая очередь. Ну, нам без очереди вообще никак, потому что нам надо узнать, куда и сколько стоит. Покупая билеты, точнее мы еще не купили, стоим у кассы. Я вспомнил, что в Урумчи для того, чтобы купить билеты, нужно было простоять помимо очереди, нужно было еще пройти контроль, и паспортный контроль, и сканирование, и сумки, и досмотр, и так далее. Что здесь, на самом деле, все в этом плане хорошо. А что касается нашей ситуации, то у нас такая дилемма. Я не могу показать, у меня в этом телефоне. Получается, нам денег не хватает на билет лежачий, нам ехать всю ночь. Кстати, то, про что я говорил. Один человек только что ушел, но китайцы любят толпиться как можно ближе к кассе. Становится прям вот как можно ближе. Полоска ожидания здесь. Но за ней 1, 2, 3, 4, как минимум человека. Ну, было 5. Вот про что я говорил. Стоит 5 человек. Линия ожидания тут. Китайцы любят толпиться прямо у кассы. Чем ближе, тем как будто бы быстрее их обслужат. И причем стоит у кассы один человек, и с кассиром разговаривают 3 человека. На последние деньги мы купили 2 билета до Ганчжоу. Вот, это столица южная. Честно говоря, ехать на последние деньги это и круто, и немножко рискованно. Но мы рискуем, ребята, поэтому поедем так. Мы еще, кстати, не совсем на последние деньги, я вру, потому что на 30 юаней я купил немножко продуктов. Бомж-пакеты, печенье, какие-то еще вкусняшки и орешки. На самом деле вышло 31, но я у продавца вымолил 1 юань. Он сказал: да, братан, без проблем. Ну вот, и мы зря торопились, потому что мы бежали сюда как бешеные. Точнее, я бежал до магазина и обратно, чтобы успеть. Оставалось 10 минут до отъезда, до отправления. Но нас обрадовали, что поезд будет отъезжать где-то в 6 вечера, так что мы спокойно можем еще погулять по городу немножко. Начинается посадка на наш поезд. Осталось, наверное, минут 15, и, как всегда, люди уже начинают собираться в очередь. Я планирую еще немножко посидеть, отдохнуть, потому что еще в поезде сидеть, по-моему, часов 15 или 18, где-то так. Мы еще не успели тронуться, как уже начали разносить обеды. Вот наш вагон, мы сидим, вот 4 места с одной стороны и 6 с другой стороны. У нас вот такой вот небольшой столик и куча китайцев. Через 2 часа почти половина вагона вылезла. Это ужасно радует. Но сколько мусора просто оставляют за собой. Люди вышли, и вот это весь мусор, вот, это только наш мусор, как бы вот сколько здесь 10 человек сидит. Да, дальше посмотреть, там, в принципе, не чище. Час ночи, практически весь вагон спит. Нам повезло, что мы сидим друг напротив друга на 4 местах, потому что здесь ребята вчетвером сидят на 6 местах. Но есть люди, которым повезло намного больше, у них 3 места. Нам ехать еще 12 часов. Ну вот наступило утро, в пути уже часов 15. Честно скажу, что на сидячем сидении спать почти невозможно.
Так что это экономия. Ну, если, конечно, есть возможность, кто-то умеет спать, то это круто. Но в целом, наверное, эта экономия того не стоит, потому что теряется полностью ночь. Это очень тяжело. Место здесь уже почему-то больше напоминает какие-то джунгли. Примерно вот так я себе представляю Вьетнам. Ну, наверное, даже более зеленый. И еще такой небольшой совет, что лучше брать места, которые попарные у столика, потому что там, где втроем, там вообще здесь сидеть посередине или с краю, то это вообще невыносимо. Вот мы приехали наконец в долгожданный Ганчжоу, южная столица. Здесь на улице уже 20 градусов, поэтому люди одеваются очень тепло. А мы в зимних куртках, в термобелье. Такое чувство, что мы только что из Казахстана приехали.